Антонио Тичинева презента. Мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале, и сегодня мы с вами в аутлете Пулково. Вот ваш манекен, давайте начнем примерку. Шикарное белое пальто с широкими лацканами, и хоть оно с накладными карманами, а я их категорически не рекомендую, пальто все равно потрясающее, все же белый цвет верх изыска. Напишите, какая вещь вам понравилась больше всего. Очень напоминает трендовую модель Prada, но в удлиненном варианте, выглядит стильно, вроде пуховик, но модель напоминает пальто, подойдет не всем, кого-то такая модель может полнить, но выглядит строго и необычно, а внутри характерная для Red Valentino сетка, как вуаль, идет вторым слоем. Отличное пальто, хоть и лацканы не так широки и выполнены из нехарактерного для пальто материала. Стала часто обращать внимание на такое. Так и не поняла, почему оно такое тяжелое, а рукава были короткие. У меня не длинные руки, хотя так модно сейчас. Люблю длинный рукав, чтобы было тепло, но если пальто нравится, я его все равно куплю. Просто руки буду прикрывать трикотажем. Помним, что шубы и дубленки нужно хранить в чехле-кофре только из натуральных тканей в прохладном помещении. Вообще хотя бы раз в году ее надо выгуливать. Эта модель двухсторонняя и не из цельных кусков, это верх мастерства. Как вы знаете, качество выдает именно подкладка, а тут вы получаете две вещи в одной, и дубленка сейчас в тренде. Аутлет приятно удивил. Это тот вариант, когда ты особо ничего не ждешь, но находишь достойные вещи. Бабочка особенно порадовала. Тут можно найти и базу, и стильные штучки. Поклон Байеру. Вообще там царила аура изысканности. Красивая Диана, очень приятная, соответствует эстетике данного места. Когда такое видишь, хочется весны. Объемные цепи уже надоели, но сумка выглядит мило за счет цвета. Много было стильных аксессуаров и даже трендовая кожаная панама. Продолжаем искать и среди мужского. Зернистая кожа — это так благородно и практичнее гладкой. Стильный ремень, понравилась фактура кожи, состаренная под винтаж. Трендовые кардиганы, но я их больше не покупаю, редко ношу. Джинсы трубы, в школе такие носила. Нанушка, классный бренд, джинсы супер, цвет просто отличный, классический голубой, обожаю. Удивило присутствие Гуччи, да еще и очень нужной базы. Платье элегант, но все равно платок прибавляет возраст, но для визита к президенту очень даже подойдет. И опять нанушка, и мое удивление, это эко-кожа. Кстати, как и шубы, обувь на кожаной подошве тоже нужно хоть раз в году выгуливать, она имеет свойство ссыхаться и трескаться. Трендовые грубые сапоги. Люблю грубую обувь, но эта модель не для меня. А почему? А потому что сейчас их носят все. А вот грубые ботинки уже стали классикой.
Хоть карманы накладные и нет подкладки, но посмотрите, как важен цвет. Кстати, с возрастом при помощи этого цвета итальянки выглядят шикарно, но только насыщенный красный, не тусклые оттенки. Вишня тоже возрастной цвет. И цвет кирпича только для рыжих, остальных, на мой взгляд, он не красит. Почему я не рекомендую покупать такую модель, а такое носят многие по моим наблюдениям. Если бы она была пышнее, как, например, черная Red Valentino в бабочке на размер или два больше, капюшон объемней, пояс длиннее и не застегивать на пряжку, а завязывать, тогда она будет современней. Милое пальто на любой возраст. Я впервые в этом магазине, всегда думала, что он только для тетушек. Но посмотрите, а дальше вообще удивитесь. Предлагаю заходить сюда всем. Цены на скидках, как в Заре. Ладно, единственный минус этого пальто – тактильно, это стекловато. Пожалуйста, не банальная версия тренча. Хотя под такое сочетание придется носить только однотонные вещи. Зато практично в плане носки. Барашек – мега стильная вещь. Хоть я уже говорила, не ношу короткое зимой, но кто носит, советую. А-ля Прада. Капюшон выполнен из нейлона, а все остальное из эко-меха. Это одна из самых недорогих вещей, выбранных мной. Самая дорогая – это тот облегченный, пятнистый пуховик женщины, которая себя запустила. По традиции Philipp Plein. Буквально недавно на Невском открылся их магазин. Ботинки сюрпризом, но при этом тут всегда можно найти белые кеды без черепов и стильные. Некоторые модели тяжелые, но мы с вами выбираем только легкие, бережем ноги. Отлично живу год без сахара, вес 54, рост 174, сбросила 10 килограмм. Если вам интересно, как я это сделала, пишите в комментариях. Посмотрите мое первое видео и увидите разницу. Боско посещаем уже по традиции, потому что там представлены все линии Max Mara, которые мы любим. Красивое пальто, но пояс бы я заменила на однотонный, например. Это дешевит.
Цвет такой мне не по душе, но он однозначно смотрится эффектно. Даже сборка по внутренней части рукава меня не смутила. Стильная вещь, она подойдет как и для очень модных, так и для любителей более спокойного стиля, смотря как обыграть. Вот этот благородный синий мне очень нравится. Вроде косуха, но выполнена как ширлинг, дубленка. Интересная. Роскошное пальто с широкими лацканами. И хоть я не люблю сочетание разных фактур, но это смотрится гармонично, потому что исполнено в одном цвете. Потрясающее пальто. Это облегченное пальто на любителя, но у него есть одно удобство, его можно носить на себе, при этом сняв, и оно просто невесомое. Оно для людей в лоуферах в стиле Мэри Поппинс, ладно, в английском стиле. А-ля Шанель в шикарном красном цвете с бахромой на лацканах. А белевые топы всегда нужны, а этот еще и не банальный. Прекрасное элегантное платье для формального выхода. Тедди в классической вариации ушли в небытие, а обувь Боско бывает редко. Эти подойдут для долгих прогулок и путешествий. Эта модель в расслабленном стиле, поэтому капюшон тут уместен. Но если вы выбираете классическое пальто, капюшон в таком случае противопоказан. Это абсолютно несовременно. В этой модели капюшон правильный, а мех густой и нежный. Все гармонично. Это роскошная вещь. Да, многие из вас такое не выберут, но это в моем стиле, и я буду такое показывать, ведь вас много и у вас тоже разный стиль. Часть этой дубленки косухи выполнена из овчины, а часть из денима. Выглядит очень стильно. Насколько это тепло, это другой вопрос. Для тех, кому главное красиво.
Поговорим о составе пальто. Что лучше, шерсть, кашемир или смесовые ткани? Конечно, лучше, когда в составе пальто что-то добавлено, кроме основного материала. Шерсть носится однозначно лучше, не пеленгуется, как кашемир. Хоть он изыскан, тактильно приятен, но он деликатен и скатывается. Конечно, химчистка все исправит. Но самое главное – это цена. Кашемир обойдется вам в разы дороже. А вот если говорить о том, что я выберу, натуральную дубленку или нет, не могу сказать однозначно. Оба варианта служат долго при правильном уходе. Ненатуральные сейчас выглядят как натуральные. Важно ли вам, сколько зверюшек пострадало или сколько вредных веществ попадает в атмосферу при утилизации искусственного меха? Философская тема, можно обсуждать долго. В общем, это только ваш выбор. Факт остается фактом. Вещей должно быть меньше. Всегда питала слабость к расцветке коровка. Это одновременно изысканно и мило. Челси должны быть как база в гардеробе. Счастья сейчас вариаций очень много, а казаки для модников. Просто модный аксессуар на пояс. Делаем образ не скучным, а-ля Гуччи. Мне кажется, для тех, кто много ходит и путешествует, нужная вещь. Классные грубые ботинки, а нитки торчащие бывают и в обуви за 100 тысяч, ручной труд. Вот такие модели пальто для меня в приоритете. Можно всегда что-то пододеть и выглядеть мега стильно. Даже если вы в платье, в сочетании с такой моделью пальто всегда смотрится круто. Однозначно рекомендую их пальто и классику тоже. Если сравнить с 12 Stories, это небо и земля, а эти еще и дешевле. На удивление, мне понравилось и это пальто. Для тех, у кого дресс-код на работе, да и просто вам классика такая ближе. Очень оно красивое. Но покупайте чуть больше размер. От этого вы не станете выглядеть толще. Нет, вы будете выглядеть правильно и только подчеркнете достоинство фигуры. Я не сразу заметила асимметричный край. Это несовременно. Цвет такой идет, наверное, только рыжеволосым девушкам. Остальных он точно не красит. Но почему-то я к ним всегда подхожу, как и к хаке, который мне не идет. Эти манящие земляные цвета.
Клетка и гусиная лапка всегда актуальны. По крою оно так же прекрасно, как и черное пальто, но это плотнее, это плюс. Самое важное – это практичность такой расцветки. Было у меня такое в 11 классе. Вечность носила. Спасибо этому пальто. Бренду зачет. Теперь не буду обходить его стороной. А напоследок летнего настроения вам! Желаю вам успешного шопинга и до встречи на следующей неделе!